Привет из Турции! Сегодняшнее видео будет полезно тем, кто впервые едет отдыхать в Турцию на все включено или отдыхал здесь, но давно. Я решила снять подробное видео о том, как проходят туры в Турцию по путевкам, начиная от покупки и заканчивая тем, что вы получите в отпуске. Я считаю, что не бывает глупых вопросов, поэтому пройдусь по всем мелочам, покажу, чего ожидать от отдыха в Турции, как выбрать тур, к чему нужно быть готовым, чем здесь кормят, что вы получите на пляже и в номерах. В общем, все. Я очень постаралась и буду рада, если вы поддержите меня лайком. Поехали! Путешествие в Турцию начинается с покупки путевки. Тут два варианта. Можно пойти в турагентство, а можно сэкономить время и деньги и купить путевку онлайн. Я всегда выбираю второй вариант и уже давно пользуюсь сервисом Travelata. Это онлайн-турагентство, которое собирает предложения от всех туроператоров, например, Тест-тур, Анекс-тур, Библиоглобус и другие, которые вы знаете, и сравнивает цены. Предлагает вам самые лучшие. За несколько минут вы можете спланировать свое путешествие, не выходя из дома и не переплачивая турагентам. Сейчас я вам покажу, как пользоваться этим сервисом. Все очень просто. Заходите на сайт Travelata по ссылке, которую я оставила в описании под этим видео. Выбирайте город вылета. Например, это Москва. Далее выбираем страну, курорт или конкретный отель. Можно указать точный день вылета или выбрать гибкую дату. С числом ночей то же самое. Укажите число туристов. Далее ставим фильтры. Я буду смотреть путевки только в 5-звездочные отели на ультра все включено. Из дополнительных фильтров можно выбрать все, что для вас важно. Например, водные горки и крытый бассейн. Поставим сортировку по цене, от дешевых к дорогим. Обращайте внимание на рейтинг отеля и открывайте страницу каждого, который вас заинтересует. Я выбрала отель Side Royal Style. Заходим на его страницу. Тут можно полистать фотографии, посмотреть, как выглядят номера, территория, ресторан. Внимательно читайте описание, чтобы убедиться, что отель точно вам подходит. Тут же можно посмотреть отзывы туристов. Если вас все устраивает, можно переходить к бронированию. Выбирайте категорию номера, посмотрите описание, полистайте фото. Затем можно посмотреть детали тура. На этом этапе вы увидите варианты рейсов, узнаете, с какой компанией и в какое именно время вы полетите. Тут же прописана информация о багаже. Переходим к оформлению. Обязательно укажите номер телефона и адрес электронной почты, к которой у вас есть доступ. Сюда вам пришлют все документы и чек об оплате тура. Заполните личные данные. Для оформления путевки в Турцию нужен только загранпаспорт. Фамилию, имя и отчество прописываем так же, как в документе, латинскими буквами. Если хотите, добавьте пожелания к заказу. Обязательно воспользуйтесь моим промокодом на скидку, чтобы сэкономить 1000 рублей. Я пропишу его под видео, чтобы вы не потеряли. Просто скопируйте его и вставьте в окошечко. Оплачиваем путевку. Вы можете заплатить всю сумму сразу или оформить беспроцентную рассрочку. После покупки тура все документы вам присылают на почту. Там будет ваучер, страховка, билеты, все самое важное. Вы заключаете договор не только с турагентством, но и с туроператором. То есть все то же самое, что в классическом турагентстве. Только вы не переплачиваете человеку, который оформляет за вас все бумаги. Если у вас остались какие-то вопросы, не стесняйтесь мне написать, я вам все подскажу, помогу забронировать. Денег я за это не беру. Ну все, путевку купили, полетели в Турцию! Регистрироваться на чартерные рейсы заранее обычно не нужно. В аэропорт стоит приехать за 2-3 часа до вылета, чтобы точно все успеть. После регистрации и сдачи багажа отправляйтесь на паспортный контроль. Не переживайте о прохождении границы в Турции, даже если не знаете никакого иностранного языка. Обычно турецкие пограничники не задают вопросы туристам.
По прилету отправляйтесь получать багаж, а далее ищите стойку с эмблемой туроператора, который прописан в вашем ваучере. Гид поставит отметку, что вы прилетели, и укажет на автобус, который доставит вас в отель. Если вы едете по путевке через туроператора, то чаще всего на следующий день после заселения у вас будет собрание с гидом. Если вы едете в первый раз, то на него, пожалуй, лучше сходить. Это не обязательно, но будет просто полезно, потому что гид обычно дает какую-то интересную информацию о районе, расскажет, где здесь базар, куда сходить погулять, и также предложит какие-то экскурсии, на которых вам, наверное, будет интересно побывать. А еще гид даст вам информацию по обратному вылету, где смотреть время отправления, во сколько вас будут забирать. То есть очень полезно это будет узнать заранее, чтобы вы были ко всему готовы. Как только вы приедете в отель, сотрудники на ресепшн вас зарегистрируют. Обратите внимание, что по международным стандартам заселение в номер происходит 14 часов. Если вы отдыхаете в разгар летнего сезона, вас вряд ли заселят раньше срока. Туристы сдают номера в 12 часов, затем их готовят для следующих гостей. Не злитесь на сотрудников, если вам приходится ждать. Они не виноваты. А вот браслет на все включено гостям дают сразу. В ожидании номера вы можете пообедать или погулять по территории. Как только ваш номер будет готов, сотрудник проводит вас до двери. Он доставит ваш багаж и покажет, как пользоваться ключ-картой, включать кондиционер и объяснит все самое важное. Итак, вы заселились. Давайте на примере своего номера я покажу вам, как выглядит стандартный номер в пятизвездочном отеле Турции, потому что наполнение у них всегда примерно одинаковое. У нас, конечно же, есть кровать, чаще всего она просторная, потому что рассчитана на 2 человек. Если вы берете номер семейный, то будут отдельно еще детские кровати. Напротив кровати телевизор. Техника обычно современная в Турции. Здесь часто бывают русские каналы и чаще всего втыкается флешка, то есть вы можете брать с собой свои фильмы и смотреть их. Обязательно есть зеркало и под ним столик и различные тумбочки, как и возле столика, так и возле кровати. Конечно же, продумано освещение, чтобы вам было комфортно отдыхать, читать, например. Есть мини-бар, обязательно. В нем во всех отелях точно будет вода. В хороших отелях добавляют обычно что-то еще. Например, у меня сейчас есть минеральная вода и 2 бутылки газировки. Еще в отелях чаще всего бывают чайники и бесплатные наборы для приготовления чая и кофе. Вот посмотрите, сколько всего положили. В номерах обязательно есть кондиционер. Летом он нам нужен для охлаждения, а зимой в Турции прохладно, поэтому он работает на обогрев. В шкафу помимо полок и вешалок еще обязательно есть сейф. В некоторых отелях он бесплатный, как, например, в этом отеле. А иногда за него просят $1 или $2 в сутки. Не люблю, когда экономят на сейфах, и мне очень нравится, что в этом отеле он бесплатный. А еще здесь бесплатный Wi-Fi, на этом тоже не сэкономили. Но перед тем, как поехать в какой-то отель, обязательно уточняйте этот момент, потому что в некоторых отелях он бывает платный на всей территории, бывает, что бесплатно только в лобби, а вот, например, в этом отеле он бесплатен везде. Он есть и в номерах, причем сигнал хороший, это очень классно. В хороших отелях интернетом можно пользоваться даже на пляже. Лежишь, смотришь на море и переписываешься с кем-нибудь или болтаешь. Чаще всего в номере есть тапочки, так что можете не возить их с собой. В некоторых отелях бывают еще и халаты. Теперь идем в ванную. Главное, что вам нужно знать, это то, что в хороших отелях всегда заботятся о том, чтобы туристы ничего с собой не тащили. То есть здесь есть обязательно полотенца, причем их меняют по запросу. Если вам нужно поменять полотенце, вы можете просто бросить его на пол или положить куда-то вот сюда. Это значит, что вам нужно, чтобы заменили полотенце. Сигнал для горничной, запомните. Также обязательно есть косметический набор. Точно будет шампунь и мыло. А в хороших отелях часто ставят что-то еще. Например, вот здесь есть лосьон для тела и даже бальзам для волос. Также тут какие-то косметические наборы, пилочки, швейный набор.
В общем, все, чтобы у вас было под рукой, чтобы вам не надо было ни о чем переживать. Чаще всего в отелях есть фен, а вот утюгов обычно в турецких отелях не бывает, но иногда их можно брать по запросу на ресепшн. Тоже уточняйте этот момент перед поездкой. Вообще на ресепшн можно обращаться по любым вопросам. Если вас что-то нужно, вас что-то беспокоит, обязательно обращайтесь туда. Можете сходить или позвонить прямо из номера. Телефон, конечно же, обязательно есть. Вот даже в туалете, на экстренный случай. На балконе чаще всего бывают стулья и столик, чтобы комфортно отдыхать. И есть сушилка для белья, какую-то мелочь, то есть можно постирать руками и повесить здесь. А если вам нужно постирать что-то крупное, то при отелях чаще всего работают прачечные, куда можно сдать белье и постирать его вам за деньги. Вообще, перед любой поездкой в отель я советую вам смотреть обзоры блогеров на YouTube или смотреть фотографии. Тогда никаких непредвиденных ситуаций у вас не возникнет. Вы будете знать, к чему готовиться. На столе всегда есть папка или буклеты с полезной информацией об отеле. За дополнительную плату можно заказать еду и напитки прямо в номер. В Турции принято оставлять чаевые. Обычно я даю пару долларов носильщику. Чаевые горничной кладу на край кровати. Это по желанию. Если хотите, отблагодарите сотрудников. Теперь посмотрим, как выглядит шведский стол в отелях Турции. И что вы получите во время отдыха на все включено. На шведском столе гости сами накладывают еду, а напитки приносят официанты. Туристам предлагают блюда европейской и турецкой кухни. Здесь обязательно есть зелень, свежие овощи и фрукты. В зоне холодных закусок предлагают разные сорта сыра и колбасы. Всевозможные соленья, турецкие пасты на основе йогурта или овощей, оливки. В Турции любят фаршированные перцы и баклажаны, грибы, охлажденные жареные или тушеные овощи. К завтраку есть йогурты, мюсли и каши, а к обеду обязательно готовят супы. Из выпечки присутствует свежий хлеб и самые разные булочки, а также пицца и лепешки с начинками. На горячее по утрам готовят блюда из яиц, овощей и мяса, жарят блинчики. К ужину предлагают баранину, говядину, индейку и курицу, жарят рыбу. Готовят как простые, так и необычные гарниры. Раз в неделю или чаще проходят тематические вечера, например, турецкой или морской кухни. В Турции очень хорошо готовят десерты. Попробуйте восточные сладости и пирожные в европейском стиле. Не стесняйтесь спросить у официанта, какие есть напитки. Чаще всего это соки, лимонады, айран, пиво и вино. Я отдыхаю в отеле Side Royal Style. Тут очень вкусно готовят. Желаю и вам хорошего шведского стола. В отелях Турции популярны а-ля-карт-рестораны с обслуживанием по меню. Чаще всего в рамках отдыха на все включено предусмотрено одно бесплатное посещение. В хороших отелях чаще всего предусмотрено и промежуточное питание. Чаще всего это кондитерская, в которой можно взять кофе, чай и различные сладости. А в сезон, когда людей много, бывают закуски у бассейна и на пляже, иногда даже полноценный обед. При заселении в отель вы получите памятку, в которой прописаны часы работы основного ресторана и указано время работы снэк-баров и кондитерской. Также в стоимость путевки включены безлимитные напитки. Обычно это соки, газировка, чай и кофе, местный алкоголь и коктейли на его основе. Каждый отель прописывает собственную концепцию. Кто-то предлагает туристам не только турецкий, но и импортный алкоголь. Например, в Side Royal Style он включен. За дополнительную плату предлагают только премиальные напитки и свежевыжатые соки.
Поездка в Турцию – это в первую очередь отдых на море. Я люблю курортный город Сиде за прекрасные песчаные пляжи. Что входит в стоимость путевки? Если вы отдыхаете на все включено в хорошем 5-звездочном отеле, у вас будет лежак и зонтик или тент на пляже, а также пляжное полотенце и все необходимые удобства. Кабинки для переодевания, души, туалеты. На пляже предусмотрен бар с напитками. В летний сезон тут можно перекусить или полноценно пообедать. Чаще всего в турецких отелях предлагают традиционные лепешки gözleme. Попробуйте, это очень вкусно. На пляже можно не только загорать и купаться, но и активно проводить время. Аниматоры устраивают спортивные игры и занятия. Туристы играют в волейбол. В этом отеле также есть игровая площадка для детей. В высокий сезон весь пляж усыпан лежаками и зонтиками, а с ноября по апрель тут просторно. Обращайте внимание, на какой линии от моря стоит отель. Если не на первой, вам будет предложен бесплатный трансфер на пляж. Анимация развлекает взрослых и детей и на территории отеля. Пилатес, аэробика, дартс, танцы, тренажеры в спортзале. Ваш отпуск может быть очень активным. Для детей в семейных отелях Турции продуманы игровые площадки и мини-клуб, а аниматоры всегда веселят и увлекают маленьких туристов. Водные горки обычно работают по расписанию. В открытых бассейнах комфортно купаться с мая по октябрь. Из развлечений, помимо анимации, чаще всего бывает еще что-то вроде настольного тенниса, бильярда, и обычно это бесплатно. Об этом тоже можно почитать заранее, чтобы знать, чем заполнить свободное время. В холодное время года работает крытый бассейн. Также при отеле чаще всего есть спа-комплекс. Погреться в хамаме или сауне можно бесплатно. А за дополнительную плату вам предложат массаж и релакс-программы. Во время отдыха по путевке на все включено, вы можете пользоваться всем, что есть на территории отеля. За дополнительную плату предлагают только что-то эксклюзивное. А еще в 5-звездочных отелях Турции чаще всего есть салон красоты, сувенирные лавки и магазины. По вечерам для детей проводят мини-диско, а для взрослых устраивают различные шоу с танцами, живой музыкой или играми. Когда отпуск закончится, автобус доставит вас в аэропорт. Время отправления уточняйте на ресепшн за сутки до вылета. Если у вас остались вопросы об отдыхе в Турции, не стесняйтесь задавать их в комментариях или пишите мне в любой соцсети. Поставьте лайк, если хотите отдохнуть в Турции на все включено. Подписывайтесь на мой канал, у меня для вас еще много интересного.